А я Наташа, и это подкаст для суперлюдей, для тех, кто изучает русский язык. Привет, ребята! Добро пожаловать в этот влог. Сегодня вторник, и утром мы с Ириной записывали новый выпуск нашего подкаста. Кто не знает, у нас есть свой подкаст. И я хотела начать снимать влог сегодня, не потому что сегодня очень интересный день, но потому что это очень интересная неделя в Испании. Я живу в Испании. В Испании сейчас Семана Санта, это святая неделя. По-русски у нас в это время идет Страстная неделя, но традиции очень разные в России и в Испании. Поэтому, к сожалению, я не могу выходить и гулять каждый день и наблюдать за тем, что происходит в городе. Но я смогу это сделать, я думаю, в среду, в пятницу, в субботу и в воскресенье. То есть этого уже достаточно. Плюс в этом влоге я буду готовиться к Пасхе, поэтому вы вместе со мной пойдете на поиски краски для яиц. Ну и так как я начала говорить о подкастах в начале этого влога, я хочу ответить на вопрос, какие подкасты я слушаю. Кто-то спрашивал в личных сообщениях, но я хочу поделиться со всеми, потому что это не секрет. Сейчас я слушаю подкасты на немецком и на испанском. Слушаю еще, конечно, на русском, но это другая история. Итак, для изучения, для поддержания уровня я слушаю подкасты на немецком. Это Easy German. В основном слушаю только их. Дальше на испанском я слушаю Easy Spanish, конечно же. How to Spanish. Прекрасный подкаст, который я открыла для себя только недавно. Очень жаль, что только недавно, но зато у меня есть очень много выпусков, чтобы послушать. Дальше Spanish with Vicente. Немного сложно для меня, но нужно учиться воспринимать на слух испанскую речь. И Spanish Gitana. Это подкаст, и также она делает видео на YouTube, поэтому можно слушать или смотреть. Ну, а сегодня я буду редактировать аудио выпуска, который мы записали сегодня, потому что в нашей команде я отвечаю за аудио, и Ирина отвечает за скрипт, за текст. И потом я буду делать видео, короткие видео, и потом у меня будут уроки. Поэтому, может быть, сегодня не так много событий. Но завтра вы пойдете вместе со мной гулять. Гром. Не знаю, слышали вы или нет, но погода испортилась. Итак, как происходит редактирование аудио? У нас есть две аудиодорожки, потому что я и Ира, мы живем в разных странах, поэтому у нас нет возможности записывать видео, записывать аудио в одном помещении, поэтому она включает диктофон у себя, и я включаю диктофон у себя, и потом эти две дорожки я соединяю и редактирую. Да, вот так это все выглядит, поэтому сейчас мне нужно немного просто вырезать ненужные части. Еще пытаюсь сделать обложку для видео о Пасхе. И иногда обложку делать очень легко, но иногда мне ничего не нравится. Остановилась вот на этой, но мне не нравится, как здесь, не знаю, очень много всего, разных цветов. В общем,
еще подумаю. Но когда выйдет это видео, вы уже будете знать, какую обложку я выбрала и какую обложку я сделала. Потому что вы в будущем. Всем привет! Я сейчас сделала кое-какие покупки для пасхального стола. И уже в центре города, потому что я хочу увидеть процессию, которая здесь проходит каждый день на этой неделе. Я уже подхожу и думаю, что там будет очень много людей, поэтому у меня не будет возможности снимать разговорные части этого влога. Хочу только сказать, что сегодня я хотела купить краску для яиц, потому что в России мы обычно красим яйца на Пасху. И я написала в несколько русских или славянских магазинов. И я просто писала всем подряд. И один из магазинов сказал «да» и прислал мне фотографии. И я весь день думала, окей, я вечером схожу, куплю. И я вышла и решила посмотреть точный адрес этого магазина. И оказалось, что до него ехать на машине 2 часа. В общем, теперь мне снова предстоит выяснить, в каком магазине есть эта краска. Но если не получится, мне придется красить яйца капустой или луковой шелухой. В общем, чем-то, что есть у меня дома. Но посмотрим. Здесь уже идет подготовка. Ставят стулья для гостей. Посмотрите, здесь даже есть VIP-места. Если вы смотрели мой рождественский влог, вы помните, что на этой площади стоял огромный вертеп. И, конечно, эта площадь сейчас тоже украшена. Вы можете видеть здесь 2 таких полотна. Я иду домой. Процессия еще не закончилась, но я хотела сегодня посмотреть футбольный матч Лигу чемпионов. И он уже через полчаса, поэтому я бегу домой. Но еще я увижу процессии в пятницу. Я смогу и в воскресенье. Поэтому, думаю, я увижу еще много интересного. Но я уже под большим-большим впечатлением.
Всем привет! Добро пожаловать в четверг. Я иду из магазина, и как вы можете видеть, мое настроение хорошее, потому что у меня получилось купить то, что я хотела купить. Я была в русском магазине. Мне не очень нравится это название, потому что там не только русские или российские продукты, там просто я была на громкой улице и не смогла договорить. В общем, неважно, как этот магазин называется, у меня получилось купить краску для яиц и кое-что еще. Покажу уже дома. Устрою такую распаковку. Но люди просто везде на улице, сидят на верандах, пьют пиво, вино. Как так получается у людей расслабиться и наслаждаться жизнью, когда они работают? У меня свободный график, но все равно нет времени, чтобы вот так вот в будний день, в обед или утром сидеть на веранде. Ну, я думаю, дело все-таки не в графике, а в образе жизни, в стиле жизни. Все-таки стиль жизни в России и в Испании разный, очень сильно отличается. Я дома и готова сделать распаковку и показать вам, что я купила в русском магазине. Итак, во-первых, я купила краску для яиц. Я ходила за ней красного цвета. И также я купила вот такие наклейки на яйца, на пасхальные яйца. Вот такие вот здесь симпатичные рисунки. Думаю, что часть яиц я покрашу в красный. И на несколько сделаю вот такие наклейки, которые с красным будут сочетаться. Также я купила посыпку на кулич. И если вы смотрели мое видео о Пасхе, 100% вы знаете, что такое кулич. Если нет, посмотрите. Итак, это украшение на кулич. И вот такая вот формочка для кулича. Вообще я не планировала покупать формочку для кулича, но там они просто были, и почему-то я решила, почему нет. В общем, это была спонтанная покупка. Я довольна, мне этого достаточно. Ну и в каждом влоге я готовлю, и можно подумать, что я люблю готовить, но я не люблю, не люблю готовить, но я должна готовить, потому что нужно что-то есть каждый день. Итак, в этом влоге сейчас на обед я буду готовить борщ, но я не буду показывать каждый этап, потому что это будет не совсем традиционный борщ. Я буду готовить вегетарианский борщ с фасолью. Но я покажу, как я это делаю, поэтому если вы захотите повторить, вы можете повторить. Готовится такой борщ намного быстрее, чем борщ с мясом, потому что не нужно варить мясо. Итак, начнем. Привет! Ну что, все опять пошло не по плану. Я планировала сегодня уже в 11 часов выйти и пойти на первую процессию, но я доделывала видео о Пасхе, оно уже на канале. Это звучит так легко, сделать видео, но на самом деле это сделать видео, подготовить обложку, подготовить название,
описание и загрузить субтитры, сделать перевод субтитров. В общем, все утро я занималась этим. И сейчас я на улице. Но я хочу сказать, что как только я вышла и подошла к церкви, там началась процессия, о которой я не знала, и я не планировала ее посмотреть. Но все вышло даже очень хорошо для меня. И сейчас я немного прогуляюсь по центру города. Я запыхалась, то есть я дышу, потому что я поднималась сейчас на гору. Вот такой вид, просто потому что я хотела найти тихое место, где мало людей, чтобы спокойно записать то, как я разговариваю во влоге. Потому что все еще доставать камеру и снимать разговорные части при толпе людей для меня немного некомфортно. Надеюсь, когда-нибудь я от этого избавлюсь. Ну, не могу оставить вас без панорамы. Вот такой красивый город. И сейчас я еще прогуляюсь по центру, посмотрю, может быть, что-то я упустила. И потом я пойду домой, потому что сегодня я планирую красить яйца. Я буду делать это сегодня, потому что я хочу еще выложить отдельное видео о том, как красить яйца с лексикой и на медленном русском. Конечно, есть телевидение. Думаю, наверняка это показывают по телевизору. Привет, друзья! Сегодня воскресенье. Вчера, в субботу, я почти ничего не записывала, только с утра записала, как я подготавливала пасхальный стол. И все, потому что я не знаю почему и откуда это взялось, я простыла. У меня ужасно болит горло, и у меня ужасная слабость, и это совершенно не входило в мои планы, потому что я планировала много снимать в воскресенье, но получилось так, как получилось. И вчера, в субботу, у меня были уроки, и я заставила себя собраться и провести эти уроки. Было сложно, потому что мне нужно говорить на моей работе. И также я делала видео о том, как я крашу яйца. Тоже было очень сложно просто сидеть и сконцентрироваться. И поэтому сегодня я все равно выйду на улицу, прогуляюсь и посмотрю последнюю процессию этого праздника. И буду отдыхать. И уже, получается, этот влог вы увидите в следующие выходные.